Вокруг немало откровенно плохих людей. Часто они еще сдерживают себя, опасаясь справедливого возмездия других людей, но с животными позволяют себе лишнее. Однако стоит отметить, что зачастую мы видим лишь часть общей картины, поэтому не стоит спешить с выводами. На самом деле, жестокое обращение с домашними животными встречается реже, чем может показаться людям, которые постоянно занимаются спасением братьев наших меньших. За всю свою жизнь я ни разу не сталкивался с людьми, которые получают удовольствие, издеваясь над котами или собаками. Были люди чересчур жесткие, которые не любили своих животных. Их собаки постоянно имели пришибленный, а местами и придурковатый вид. Один человек относился к собакам как, например, к курицам. То есть пока собака послушна, все ок. Нет, опуская лишние подробности, очередная провинность стоила этой собаке жизни. Причем приговор хозяин исполнил лично и не самым гуманным способом. К сожалению, на тот момент закон животных еще не защищал. Впрочем, по его собаке было хорошо видно, что живется ей не сладко. Но стоит отметить, что собаку он взял с улицы, и после... В общем, больше собак у него не было. То есть тут тоже речь не идет о каком-то садизме и удовольствии он от процесса не получал. Просто его прагматизм по отношению к животным не укладывается в голове. Как проявляется жестокость? В основном издеваются над бездомными животными, причем грешат этим по большей части дети и подростки. Возможно, для кого-то это станет откровением, но дети очень жестоки, и подростки до определенного возраста тоже. Это связано со спецификой развития личности, поэтому важно, чтобы рядом с ребенком были животные, а также взрослые, которые будут вовремя останавливать ребенка, которого заносит. Так, только не мучить кота, аккуратненько. Здесь я не беру разного рода догхантеров. Это либо психически нездоровые люди, либо получившие серьезные травмы от столкновения с собаками. То есть мстят. К сожалению, такие люди тоже есть. Впрочем, люди они с большой натяжкой, исключительно по физиологическим признакам. Что делать, если видите жестокое обращение с животными? Современные законы защищают животных от злых людей. Причем сроки за жестокое отношение к животным могут быть весьма серьезными. Снимайте изуверов на камеру телефона и обращайтесь в правоохранительные органы. По каждому обращению будут проводить тщательную проверку. И если ваша информация подтвердится, то взорвавшиеся нелюди надолго отобьют желание обижать слабых. Шутка ли? Максимальный срок по этой статье 5 лет тюремного заключения. И не стоит жалеть садистов. За детей и подростков кошельком ответят родители, а непосредственным участникам будет очень серьезный урок на всю жизнь. Ну, а взрослых лично мне не жалко. Если человек позволяет себе издеваться над слабыми, то он должен быть наказан. И очень хорошо, что теперь за наказание взялся закон.